Здравствуйте, друзья! Этот обзор будет посвящен еще одному варианту настраиваемого умного выключателя с сенсорным экраном. На этот раз работающего в системе Tuya Smart, но при этом имеющий возможность прямой интеграции в Home Assistant, которую мы с вами, конечно же, проверим. Наличие сенсорного экрана позволяет гибко настраивать устройство, изменять оформление и даже функциональность без использования специальных программ. Сразу скажу, что существует несколько моделей подобных устройств. Кроме показанного в обзоре, есть еще выключатели для управления бойлером, термостат и диммер. Герой обзора может управлять тремя линиями освещения, либо работать как контроллер двигателя штор. Модель Lanbon L8HS. Тип выключатель с нулем на 3 линии. Экран сенсорный 43 на 57 мм. Максимальная мощность 200 Вт на канал. Интерфейсы Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth. Рабочее напряжение от 100 до 250 вольт. Размер внешней панели 86 на 86 мм. Глубина задника для подрозетника 32 мм. Совместима с системами управления Tuya Smart, Lanbon, Google Home, Home Assistant. Поставляются устройства в красиво оформленной упаковке. Тут, кстати, изображены все модели – выключатель, бойлер, термостат и диммер. У них отличается логика работы и изображение на экране. На задней стороне отмечено, какая именно модель находится в коробке. Кроме разделения по функциям, есть еще разделение по региону. Европейская версия квадратная, американская прямоугольная. Внутри цветной обложки находится коробка из плотного картона. Кроме этого, внутри еще есть противоударная пленка. Продавец, ссылку на него вы найдете в описании, очень ответственно отнесся к упаковке, так что целым и невредимым было не только содержимое, но и сама коробка. В комплекте, кроме выключателя, который приехал с снятой внешней панелью, нашелся еще крепеж, памятка по установке панели и буклет с инструкцией. Инструкция довольно обширная, она на одном языке английском. Девайс довольно специфичный, так что в ходе обзора инструкцию пришлось хорошенько изучить. Конструктивно устройство состоит из двух частей. Силовая, в которой находятся реле, блок питания для управляющей части и колодка с контактами, устанавливается в подрозетник. Внешняя панель с экраном, модулями связи и управления снаружи. Между собой они соединяются при помощи разъемной колодки, поэтому важно соблюдать последовательность действий. При установке панель ставится сверху вниз, а снимать надо движением снизу вверх. Внешняя панель держится за счет специальных пазов, которые входят в держатели на внутренней металлической рамке. Все плотно и жестко, дополнительного крепежа не требуется. На выключателе 5 контактов. Входящая 0 и фаза. В очередной раз напоминаю о необходимости строгого соблюдения порядка подключения. Самому выключателю это все равно. Это вопрос вашей безопасности. И 3 исходящие фазы, идущие на нагрузки. Зажимаются они при помощи винтов, причем тут все сделано грамотно. Доступ к ним сверху, монтировать будет удобно. Мне встречались варианты, когда к винтам надо было как-то подлезть сзади. Проблем с установкой в круглый подрозетник нет, но принимайте во внимание, что в нем будет как минимум 5 проводов, а может и больше, если оттуда же будут уходить нулевые линии. После подключения питания нагрузка для выключателей с нулевой линии не обязательна. Устройство загружается и отображает на экране 3 кнопки управления линиями. Забегая вперед, скажу, что даже без подключения к системам управления он может вполне полноценно работать. Кнопки активных линий питания подсвечиваются. Реле негромкое, а после установки будет еще тише. Подержав палец на кнопке несколько секунд, можно изменить ее имя на свое, а также выбрать подходящую иконку из числа доступных. А тут их довольно много. Кроме экрана, яркость которого можно настроить, тут подсвечивается еще рамка разными цветами. Выглядит интересно.
Для запуска системного меню нужно нажать на левую верхнюю часть экрана, где значок Wi-Fi и цифра, которая показывает количество таких выключателей в сети. Меню довольно обширное. Большинство опций для настройки выключателя доступны из него, даже без подключения к приложению. Для возврата на шаг назад используется стрелочка влево. Нажав на иконку с домиком, выходим в основной интерфейс с кнопками управления. Про наиболее полезные и нужные настройки я сейчас расскажу подробнее. Первым пунктом идет меню таймеров. Это и подобные ей опции зависят от настроек текущего времени. Оно автоматически синхронизируется при подключении к приложению управления. Таймеры позволяют создать расписание включения и выключения реле устройства, которые выбираются тут же. Указываем нужное время, часы и минуты, и при необходимости выбираем режим однократный или повторяемый. При повторении задаем дни недели. Во втором меню есть две опции. Первая – это установки задержки на включение или выключение. Нужно указать время, затем реле и действие с ним. После сохранения гаджет включит или выключит указанный канал или каналы через заданный интервал. Вторая опция – зеленый режим. В ней можно задать время автоматического переключения одного из каналов выключателя. В зависимости от выбранного режима, нормально открытый или закрытый, этот канал будет постоянно включен или выключен. После того, как вы переключите его вручную, он, через указанный промежуток времени, вернется в исходное состояние. При активации такого режима на экране будет отображен символ зеленого листика. Меню настройки подключений. В данной модели опция недоступна, но у производителя есть вариант таких выключателей, которые соединяются в единую сеть, где есть устройство, выполняющее роль шлюза, к которому подключаются выключатели-хосты. Самый обширный пункт меню – настроек устройства. И начнем его с системного меню, где находятся такие настройки, как тип выключателя, системный язык, память состояния. Языков тут три – английский, арабский и португальский, так что я, пожалуй, останусь на английском. В инструкции и описании товара заявлено 4 функции – выключатель на 1, 2 и 3 линии и контроллер двигателя штор. Тут, кроме этого, есть еще переключатель сцен. С выключателями все ясно. Тут просто настраиваем количество линий. Давайте разберемся со шторами. При выборе этого режима нам нужно указать время, в течение которого двигатель штор полностью закрывает или открывает их. В примере 30 секунд. Далее идет калибровка, чтобы вы убедились в корректности заданного времени. После этого интерфейс управления меняется с выключателя на шторы. Суть управления простая. Открытие штор включает первое реле. Заданное время, тут это 30 секунд, это 100%, где 100 это полностью открытые шторы, а 0 полностью закрытые. По достижению крайнего положения реле отключается. Закрытие активирует второе реле. Пауза отключает питание. Думаю, что такое управление можно приспособить и для трехпроводных кранов, там все аналогично. Режим сцен тоже можно активировать, но как применять его непонятно. Кнопки есть, на них можно нажимать, на экране крутится статус-бар. Полагаю, что это режим как раз для работы связки выключателей. Далее в этом меню есть опция памяти состояния, работает нормально. Настройка шкалы температуры и ее калибровка, но в этой модели нет датчика, думаю, это от термостата. И последний тут идет опция поддержки Home Assistant. Пока просто запомним, где она, а что она делает, я расскажу далее в этом обзоре. В меню электрики выбираем, что показывать на главном экране, текущую мощность или сколько энергии было потреблено. По умолчанию отображается как раз энергия. Тут же есть полезная опция сброса показаний потребленной энергии. Далее есть меню настройки внешнего вида кнопок и фона на экране. Вариантов отображения кнопок тут есть 3, а вот фоновых изображений довольно много. Выбираем, кому что больше нравится. Кроме интерфейса по умолчанию, есть еще вот таких два варианта оформления. Тут каждому на свой вкус и цвет, но мне лично нравится как раз первый, самый спокойный.
Меняется не только окно управления, но и меню. В этом случае мне тоже больше нравится стандартное оформление. В этом же меню можно настроить яркость экрана в активном режиме и режиме ожидания. Можно указать время перехода в ожидание. Отсюда можно попасть в меню настройки клавиш, которые мы рассмотрели ранее. Есть ночной режим, при его активации отключается подсветка рамки. Можно на весь день, а можно в указанное время. А также опция перевода в горизонтальный режим работы. Возможно, кому-то будет удобнее использовать выключатель в такой ориентации, но тогда винты контактов будут сбоку, а не сверху. Далее идут опции перезагрузки выключателя, обновления прошивки. Тут показывает, что последняя версия 2.0.23 и инженерные настройки. На этой странице мне полностью понятна только опция сброса в заводские настройки. Меню Wi-Fi. На первом экране указаны режимы для подключения к TUI Smart. В первом приложение должно само найти устройство, во втором к нему нужно будет подключаться в режиме точки доступа. Нажав на три точки справа внизу, попадаем в режим генерации QR-кода, он нам пригодится чуть далее. Еще раз нажимаем на три точки, получаем список Wi-Fi сетей. Из этого меню можно подключиться вручную, но предварительно рекомендую переключиться в горизонтальный режим, чтобы нормально отображалась экранная клавиатура для ввода пароля. Пришло время поговорить о системах управления. Начну, пожалуй, с TUI Smart. Мне не пришлось лезть в меню Wi-Fi, приложение само обнаружило выключатель, видимо по Bluetooth, что и было обещано в инструкции. Выбираем сеть 2,4 ГГц и ждем, пока пройдет обмен данными и устройство подключится. После добавления выключатель появляется в общем списке устройств. Справа находится кнопка мастера выключателя, в выпадающем меню управление каждым реле по отдельности. В окне плагина то же самое, 3 линии реле. Внизу есть кнопки включения и выключения всего сразу. Забегая вперед, скажу, что такое управление передается и в другие системы. Тут есть возможность переназвать каждую из кнопок, независимо от того, как вы их назвали на самом выключателе. Планировщик задач тоже не зависит от того, что находится в самом выключателе. Задачи по включению и выключению в заданное время и дни недели по каждому из каналов устройства. В меню настроек есть только мастер-выключатель. Это все, что можно сделать в приложении TUI Smart. В меню свойств есть указание о совместимости с Google Home. Тут же можно обновить прошивку. Правда, номера версий тут какие-то совершенно другие, чем в меню самого выключателя. Тут я решил снять процесс загрузки выключателя. Если активирован режим сохранения состояния, то включатся те каналы, которые были активны до пропадания питания. Через 15-20 секунд после запуска синхронизируется время на выключателе. Это один из плюсов подключения к TUI Smart. В автоматизациях девайс может участвовать в качестве триггера. Тут почему-то задвоился третий канал. События, включение и выключение. В действиях отображается нормально, три канала по отдельности и все одновременно. Включить, выключить и переключить состояние. В Google Home устройство пробрасывается через аккаунт TUI Smart, если он подключен к вашей системе. Тут есть 4 сущности. Мастер-выключатель, управляющий всеми реле сразу, и реле по отдельности с теми именами, которые были присвоены в приложении. Тут доступно только включение и выключение, в том числе и через голосовой помощник. Никаких настроек, опций и тем более энергомониторинга тут нет. Родное приложение управления от производителя называется Smart Living. На дату обзора оно почему-то пропало из Google Play. Я, конечно, пробовал поставить версию из альтернативного маркета, но в этом случае я не смог получить код подтверждения. Но в Apple Store оно нашлось, причем в двух версиях, обычной и HD. Я поставил обычную. Ему понадобился Bluetooth, что в принципе логично. Тут уже код подтверждения пришел нормально. Придумываем и повторяем пароль для аккаунта. Список устройств пока пуст. Нажимаем на плюсик справа сверху и выбираем серию устройства, в моем случае L8. Далее просит создать новую сеть. Я так понимаю, имеется в виду именно сеть выключателей. Помним, что тут есть возможность объединять выключатели между собой. Нужно переподключиться на сеть 2,4 ГГц и ввести параметры доступа к ней. Заметка о том, что первое устройство, имеется в виду выключатель, выполняющий роль шлюза, должен находиться ближе к роутеру и в центре круга из подчиненных выключателей.
Сканируем QR-код из меню Wi-Fi настроек. Причем сам выключатель может быть уже подключен вручную, а может и не быть. Все равно данные сети будут ему переданы по Bluetooth. Внизу появился новый значок. Закрываем мастер подключения, так как он ждет сканирования следующего устройства. Теперь в списке устройств есть наш выключатель с 3 линиями управления, как в общем меню, так и в его собственном плагине. Активная линия подсвечивается. Тут уже есть возможность управлять списком таймеров и задержками, тут эта опция называется обратный отсчет. В родном приложении есть данные энергомониторинга, из всего, что я перепробовал, это единственное место, где их можно увидеть. Есть и настройка зеленого режима, все аналогично, но удобнее, чем с экрана устройства. Меню настроек обширно и в большинстве опций повторяет экранные. Я не буду снова проходить их все, скажу только про некоторые. Меню изменения внешнего вида. Те же опции, только в приложении сразу видно, как выключатель будет выглядеть. Есть и настройки надписей и иконок, которые будут отображаться на клавишах. Помните, что в меню обновлений на выключателе было указано, что установлена последняя версия прошивки. А вот приложение нашло более новую, 2.1.1. Обновляем. А вот теперь то, ради чего я в принципе поставил это приложение. Меню настройки MQTT сервера. Тут есть два варианта. Использование облачного брокера-производителя, что не очень интересно, и подключение к локальному брокеру, что я и выбрал. Указываем данные: IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль к MQTT брокеру, который используется в Home Assistant, и подключаемся. Помните опцию в системном меню «Поддержка Home Assistant». Чтобы выключатель начал обмениваться данными с MQTT, нужно ее активировать. И еще один момент. После этого выключателем нельзя управлять из приложения, в случае чего придется сбрасывать его в заводские. В указанном брокере создается топик LAN-BON, в котором хранится служебная информация выключателя, а в топике Home Assistant создается новая ветка, ее имя MAC-адрес выключателя. В ней для каждого из реле создается свой субтопик, имя которого состоит из MAC-адреса и номера линии управления. Внутри каждого есть топик команды состояния. Пока устройство не поддерживает режим Discovery, поэтому выключатели надо прописать вручную, указав пути к этим топикам. Ничего сложного. Команды из Home Assistant обрабатываются моментально, тут все локально. Обратная связь срабатывает с небольшой задержкой. Энергомониторинга нет. Кроме локальной работы, тут есть еще один плюс. Нет привязки к IP-адресу, так как выключатель сам подключается к MQTT брокеру. Стандартная интеграция TUIA функционально ничем не хуже, чем это. Тут тоже 4 выключателя и нет привязки к локальному IP-устройству, так как работает оно через облако. А вот облако это минус, так как может служить причиной досадных задержек. Хотя надо отметить, что после недавних обновлений и существенных доработок этой интеграции, она стала работать значительно лучше и быстрее, чем раньше. Ссылку на урок по этой и следующей интеграции я оставлю в описании. Обзор был бы неполным, если бы я не проверил еще одну интеграцию Local TUIA, которая позволяет работать с Wi-Fi устройствами этой экосистемы локально. Из минуса стоит отметить только привязку к IP-адресу устройства. До последнего я сохранял надежду на то, что тут все-таки будет энергомониторинг, но нет. Тут 4 датапоинт с статусами True или False. Это все те же выключатели, общий и каждая из линий по отдельности. Определяем их как сущности домена switch и получаем до боли знакомую картинку. Поэтому из опробованных интеграций я бы рекомендовал именно Local TUIA. Она, аналогично MQTT, работает локально, а поэтому быстро. Кроме этого, сохраняется возможность управления из приложения TUIA Smart, в том числе удаленно, а также остается синхронизация часов. Это дает возможность полноценно пользоваться функциями, связанными со временем. Устройство, несомненно, интересное и оригинальное, вид довольно футуристичный, экран, подсветка, возможность кастомизации. Сразу будет видно, что это не просто выключатель, а часть умного дома. Интересна возможность установки подобных устройств другого назначения, термостатов, диммеров, все будет в одном стиле. Поддержку в Home Assistant не мешало бы доделать. Во-первых, сделать возможность указать сервер из меню выключателя, чтобы не ставить приложение, а во-вторых, передавать данные о энергомониторинге. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки.
Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Ссылку на него, а также на новый интерактивный каталог устройств умного дома вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!